Журналисты сообщают, в Крыму львы загрызли управляющую парка Тайган. Исказа вел дело после гибели сотрудницы парка Тайган из-за нападения львов. Женщина зашла в вольер с 3 львами, чтобы убраться, но не закрыла засов. В результате хищники напали на нее, сообщил СК. Человеческий фактор есть такое. Наверное, не закрыла за собой дверь или еще что-то. Никогда такого не было? Не знаю, не было. Что вообще вам сказали? Вот так, там, здесь, что? Юрий Алексеевич уехал в суд, они перед этим поговорили с Леокадией, как и со всеми работниками, прошел развод. Олег Алексеевич стал по делам звонить ему, это уже с его слов, как он и сказал. Да. Стал ей звонить, она не стала брать трубку где-то между 9 утра и 10. И тогда он позвонил второму киперу, чтобы нашли, где Ляля, потому что в парке не везде берет телефон, не везде связь. И вот второй кипер нашел. Никогда я не могла подумать, что с Лялей может такое произойти. Ляля самый опытный. Она 18 лет в парке. Я сама у нее училась, технике безопасности, она мне все время объясняла. Она всех учила технике безопасности. Опытнее ее в парке не было. И тем более она все это время работала именно с высшими хищниками. То есть она их знала, она их кормила, она знала их повадки, она четко знала, как нужно действовать. И для меня самый большой вопрос, как она могла не закрыть этот шибер, как она могла увидеть, до меня не доходит. Парк будет работать в штатном режиме, с животными, конечно, с этими ничего не будет. И кормили его вместе. Это был тот человек, мы заходим с Олегом Алексеевичем в саванну, да, в основном вдвоем, и Ляля – это третий человек, который заходил вместе с нами в саванну и кормила, она ухаживала за этими львами. Она их всех знала, она выкормила сотни малышей. Они все прошли через ее руки, не только львята, и тигрята, но и все остальные. Возбуждено дело. В 2021 году в этом парке тигр укусил годовалого ребенка. Также в этом парке ребенок потерял палец после падения на него скульптуры. Также было резонансное дело, когда посетительницы тигры едва не отгрызли руку. Также в отношении владельца Зубкова заводилось дело об издевательствах и пытках сотрудника, который показывал следы в виде шрамов на спине после побоев. Зубковым. Только после вмешательства в дело прокурора Натальи Поклонской дело удалось сдвинуть с мертвой точки. В том же парке Тайган погиб Максим Яковлев, который был обнаружен на территории парка с жуткими травмами от укусов хищников. Но Зубков сообщил, что Яковлева покусали собаки. И он сам во всем виноват. В 22 году сын Зубкова устроил смертельный ДТП на своем BMW X5. Поначалу дело пытались замять, но благодаря общественному резонансу удалось добиться, чтобы был озвучен срок наказания в 4 года. В сравнении с наказанием Ефремова даже это выглядит как издевательство. Но таков уж этот Зубков, являющийся не только другом Запашного, но еще неких тайных покровителей, о чем бытует мнение среди людей. Дело в том, что в свое время один известный блогер отправился в парк Тайган и утверждал, что откопал много ужасающих фактов торговли зверями. В этих серых схемах, принимали участие некие кавказские граждане. Также многие подозревают сильные коммерческие связи Зубкова с китайскими деловыми партнерами. Вокруг данного парка много слухов и легенд, вплоть до самых удивительных. Например, люди замечали, что Зубков сажает в один вольер однополых хищников и провоцирует их к однополым актам. И использует подобные картинки для личного обогащения. Одним словом, есть слухи, а есть полиция, и люди давно, и пока, к сожалению, безуспешно ждут, когда этот парк проверят правоохранители в полном объеме и дадут правовую оценку всем событиям, которые там происходят. Многовато жертв для самого безопасного сафари-парка, коим его представляют в рекламных проспектах. Сотрудница парка львов Тайган в Крыму погибла после нападения на нее хищников. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Днем 16 октября женщина, проработавшая в парке почти 17 лет, зашла в вольер с 3 львами.
чтобы убраться. Однако она не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. В результате хищники напали на нее. Работница скончалась. Дело завели по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. В пресс-службе парка уточнили, что погибла управляющая парка и директор зоопарка «Сказка» в Ялте Леокадия Перевалова. Это был самый опытный сотрудник, который знал все биографии наших львов, тигров и других животных, которая обучала других сотрудников, инструктировала, как обращаться с хищными животными, рассказал директор сафари-парка Олег Зубков. Зубков предположил, что свою роль мог сыграть человеческий фактор. «Львы не прощают ошибок», — сказал он. По его словам, Перевалова ухаживала за хищниками в парке более 10 лет и знала все досконально. Прокуратура сообщила, что начала проверку после гибели сотрудницы зоопарка в Белогорске. В описании сафари-парка говорится, что это крупнейший в Европе питомник львов. На территории площадью более чем 30 гектар проживают около 60 львов, 40 тигров и сотни других животных. Осенью 2021 года в парке Тайган, также напоминают журналисты, в очередной раз амурский тигр укусил годовалого ребенка, в результате ему ампутировали один из пальцев. За это в июле 2022 года директор парка Зубков, его приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии. Однако в октябре того же года Верховный суд Крыма отменил приговор Белгородского районного суда и направил дело на новое рассмотрение. В мае этого года владельца парка приговорили к 1 году лишения свободы условно в связи с истечением срока давности. Зубков был освобожден от наказания. Остается добавить лишь, как обычно.